Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами будем декорировать кружку с помощью полимерной глины. Я покажу, как слепить вот такого миленького медвежонка. Приступаю к работе. Для начала на бумаге рисую эскиз. На кружке карандашом намечаю местоположение будущего декора. Из глины светло-коричневого цвета катаю шарик. Кладу шарик на рабочую поверхность, немного сжимаю его с боков, формируя овал, и слегка его прижимаю. Получившуюся деталь приклеиваю на кружку. Из глины того же цвета опять катаю шарик. Из шарика формирую капельку. Кладу капельку на рабочую поверхность и слегка ее прижимаю. Немного сплющиваю капельку с верхней и нижней стороны. Кладу получившуюся деталь на эскиз и подгоняю ее размеры под размеры рисунка. Гибким лезвием срезаю лишнюю пластику. И когда форма и размеры детали меня устраивают, приклеиваю ее на кружку. Силиконовой кисточкой заглаживаю стык между головой и туловищем медвежонка. Влажной салфеткой выравниваю поверхность. Чтобы медвежонок стал плюшевым, прорабатываю поверхность головы и туловища зубной щеткой. На голове и туловище медвежонка иголочкой прорисовываю бороздки. Из глины того же цвета катаю маленький шарик. Из шарика катаю маленькую толстенькую колбаску. Кладу ее на рабочую поверхность и приплющиваю. Получившуюся деталь приклеиваю к голове медвежонка. Прорабатываю ее поверхность зубной щеткой. Иголочкой рисую бороздку, а также ротик. Из глины катаю два маленьких шарика, кладу их на рабочую поверхность и прижимаю. Это будут ушки. Эти детали кладу на эскиз и гибким лезвием отрезаю лишнюю пластику. Приклеиваю ушки к голове медвежонка. Силиконовой кисточкой заглаживаю стыки между ушками и головой. Зубной щеткой прорабатываю поверхность ушек. Из глины катаю толстенькую колбаску. Из этой колбаски я буду делать передние лапки. Кладу колбаску на эскиз и лезвием отрезаю лишнюю пластику. И когда форма и размеры лапки меня устраивают, приклеиваю ее на кружку. Силиконовой кисточкой заглаживаю стыки. Беру вторую половину колбаски, слегка сужаю один ее конец, кладу колбаску на рабочую поверхность и немного ее прижимаю. С помощью моделирующего инструмента широкий конец колбаски делаю более плоским. Кладу колбаску на эскиз и по рисунку лезвием отрезаю всю лишнюю пластику. И когда результат меня устраивает, приклеиваю лапку на кружку. Из глины катаю толстенькую колбаску. Из этой колбаски я буду делать ножки. Разрезаю ее на две части. Кладу колбаски на эскиз и по рисунку лезвием отрезаю всю лишнюю пластику. Получившиеся детали кладу на рабочую поверхность и слегка прижимаю их.
Снова кладу детали на эскиз и подгоняю их форму и размеры под форму и размеры рисунка. Нижнюю часть ножек слегка сужаю с помощью силиконовой кисточки. Приклеиваю ножки к медвежонку. Из глины катаю 2 маленьких шарика. Из шариков формирую колбаски. Приклеиваю колбаски к нижней части ножек. Зубной щеткой прорабатываю поверхность лапок медвежонка. Из тонкого пласта глины светло-розового цвета люверсом вырезаю кружочек. Разрезаю кружочек на 2 равные части. Получившиеся детали приклеиваю на ушки медвежонка. Из глины черного цвета катаю маленький шарик. Слегка его вытягиваю. Это будет носик. Приклеиваю его на мордочку медвежонка. Из глины черного цвета катаю 2 малюсеньких шарика. Это будут глазки. Приклеиваю их к голове медвежонка. Силиконовой кисточкой делаю глазки более плоскими. Иголочкой рисую бровки. Из глины розового цвета катаю 2 маленьких шарика. Слегка их вытягиваю. Получившиеся детали приклеиваю к щечкам медвежонка. Теперь мне понадобится силиконовый молд для создания бантиков. Выбираю подходящий по размеру бант. Беру небольшой кусочек глины красного цвета и очень хорошо его разминаю. Набиваю пластику в углубление молда. Обратная сторона бантика должна получиться плоской, поэтому лишнюю пластику я срезаю лезвием. Делаю это очень аккуратно, чтобы не повредить молд. Выравниваю поверхность с помощью влажной салфетки. После этого очень аккуратно извлекаю детали из молда. Вот такой бантик у меня в итоге получился. Приклеиваю его на медвежонка. По моей задумке, медвежонок в лапке должен держать воздушный шарик в форме сердечка. Этот шарик я также сделаю с помощью молда. Выбираю подходящее сердечко, набиваю углубление молда пластикой и аккуратно извлекаю получившуюся деталь. Приклеиваю сердечко на кружку. Из небольшого кусочка пластики красного цвета вырезаю треугольник. Верхушку треугольника срезаю. Получившуюся деталь приклеиваю на кружку. Края треугольника слегка загибаю кверху. Иголочкой рисую бороздки. Из глины черного цвета катаю тоненькую колбаску. Небольшой кусочек колбаски приклеиваю между шариком и его хвостиком, а затем приклеиваю длинную колбаску. Она будет имитировать ниточку, за которую медвежонок держит шарик. Вкладываю ниточку в лапку медвежонка. Конец ниточки загибаю. Силиконовой кисточкой прижимаю колбаску к кружке. Лишнюю часть колбаски отрезаю. Из глины светло-коричневого цвета катаю небольшой шарик. Кладу его на рабочую поверхность и слегка прижимаю. Немного сплющиваю шарик с боков. Получившуюся деталь приклеиваю к лапке медвежонка. С помощью зубной щетки придаю фактуру. Иголочкой рисую пальчики. После этого отправляю кружку запекаться. После запекания жду, когда кружка с декором остынет, и с помощью стека акриловой краской рисую на глазках медвежонка блики. После того, как краска высохла, покрываю глазки медвежонка глянцевым лаком. Также покрываю лаком носик
и шарик. После того, как лак полностью высох, простым карандашом отмечаю местоположение декора на кружке. После этого аккуратно снимаю декор с кружки и приклеиваю его на клей. Кружка готова. Такую кружечку можно будет подарить друзьям и родным в День Святого Валентина. Надеюсь, что этот мастер-класс оказался для вас полезным и интересным. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мой профиль в Instagram и группу ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании под видео. А я поздравляю вас с Днем Святого Валентина и желаю творческих успехов и вдохновения. До новых встреч!